Глава 1646. Открытие. Хорошая награда. Хань Ли усмехнулся от его слов. «Ты мне не веришь, господин даосист Хань? В таком случае я готов выплатить часть награды заранее», настаивал человек в серебряной броне с холодным выражением лица. «Брат Хан, только я провела достаточно исследований небесных дьявольских доспехов, чтобы восстановить их. Если вы мне поможете, я не только отремонтирую тебе броню, но и отведу вас туда, где можно будет снова найти эссенцию истинного Кирина через несколько сотен лет, и я готова разделить ее с вами». Сюаньсянь оставалась совершенно спокойной и невозмутимой. Казалось, она была абсолютно уверена в том, что Хань Ли поможет ей. Как она и ожидала, Хань Ли помедлил лишь мгновение, покачав головой, сказал: «Боюсь, я не смогу просто стоять здесь без дела. Господин даосист Гуй, будет лучше, если вы просто уйдете по-хорошему». Услышав это, человек в серебряной броне пришел в ярость, и на его лице появилось свирепое выражение, а запах крови в воздухе усилился. Хань Ли прищурился, и внутри него разразился раскат грома, как вдруг вокруг него появились дуги золотых молний. В то же время за его спиной возникла золотая проекция с 3 головами и 6 руками. Одновременно из его рукавов вылетело несколько десятков лазурных летающих мечей, в следующее мгновение превратившиеся в распускающиеся лазурные цветы лотоса. Тем временем Хань Ли просто стоял, заложив руки за спину, и оценивал человека в серебряной броне. При виде этого на лице Сюаньсянь появилась широкая улыбка, но она также не собиралась просто стоять в стороне. Она перевернула обе руки, и на одной из них появился лазурный талисман с начертанным на нем изображением Кирина, в то время как в другой руке во вспышке духовного света появился маленький черный флаг. Оба объекта были покрыты бесчисленными рунами, и было совершенно очевидно, что это необычные сокровища. Она взмахнула 2 объектами в воздухе, и в воздухе появилась лазурная проекция Кирина. Затем они оба мгновенно соединились в один, и проекция Кирин увеличилась в несколько раз от своего первоначального размера в порыве черного ветра. Она открыла свой пещеристый рот, низко прорычав, угрожающе оценивая человека в серебряной броне. Человек в серебряной броне обычно был довольно жестоким и злобным персонажем, но даже он колебался перед лицом Хань Ли и Сюаньсянь. Одной Сюаньсянь было недостаточно, чтобы вызвать у него беспокойство, но тот факт, что Хань Ли самостоятельно позаботился о пещерном духе, немного потряс его. Он знал, что если бы ему пришлось столкнуться с пещерным духом в одиночку, у него было бы максимум 50% шанс на победу, и эта вероятность была снижена еще больше из-за того, что пещерный дух был одержим фрагментом души небесного дьявольского повелителя. «Хорошо, тогда мы расходимся. Я надеюсь, что при следующей встрече вы оба будете живы и здоровы», сказал мужчина в серебряной броне холодным голосом, и в его глазах вспыхнул злобный свет. Сказав это, он взмахнул рукавом в воздухе, и оттуда вылетел шар серой ци, превратившись в малиновую коническую летающую карету с мерцающими в ней призрачными тенями. Тело человека в серебряных доспехах качнулось, и он исчез в карете, улетев в виде полоски малинового света, оставив после себя эхо призрачного воя. После нескольких вспышек карета бесследно исчезла вдали. Человек в серебряной броне решил немедленно отступить, осознав, что его шансы на победу весьма малы. Выражение лица Сюаньсянь немного смягчилось, и она, сделав печать заклинания, рассеяла проекцию Кирин наверху, которая снова превратилась в талисман и небольшой флаг и опустилась в ее руки. Затем она повернулась к Хань Ли, почтительно поклонившись, сказала: «Спасибо, что вмешались, брат Хань. В противном случае мне бы угрожала серьезная опасность». Ты, кажется, очень мне доверяешь. Даже не боишься, что я могу воспользоваться техникой поиска души, чтобы заполучить метод ремонта дьявольских доспехов?» Хань Ли холодно хмыкнул и бросил на нее странный взгляд. Сюаньсянь, не обращая внимания на холодные угрозы Хань Ли, улыбнулась и ответила: «Я знаю вас не очень давно, но общалась с вами достаточно, чтобы понять, что вы не такой бессердечный человек. Кроме того, несмотря на то, что моя база для культивации довольно скудная, я знаю несколько секретных техник блокировки души. Даже если моя душа будет полностью уничтожена, никто не сможет получить от меня никакой информации». Услышав это, Хань Ли потерял дар речи.
Его основной целью в этом путешествии было отремонтировать небесные дьявольские доспехи, поэтому он не хотел навлекать на себя лишние проблемы. Что касается этой эссенции истинного Кирина, то Хань Ли впервые услышал о столь необычном предмете. В любом случае, пока не было возможности получить его, поэтому, естественно, было бы лучше вернуться и провести некоторое исследование самому. Более того, он чувствовал себя довольно озадаченным по поводу небесного дьявольского повелителя и зверя плачущей души, поэтому ему также пришлось тщательно обдумать эти проблемы. После краткого молчания Хань Ли сказал серьезным голосом: «Я заберу все материалы из тела дьявольской обезьяны ранга святого». «Без проблем. После того, как мы вернемся, я не только отремонтирую для вас дьявольские доспехи, как и обещала, но и предложу вам еще один подарок в благодарность за спасение моей жизни», чрезвычайно послушно ответила Сюань Сянь. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось от ее ответа, и он кивнул в ответ. Сюань Сянь взглянула на бескрайнее пространство черной пыли внизу, и в ее глазах мелькнуло уныние, и она сказала: «Брат Хань, эта битва, которая произошла ранее, должно быть, потревожила многих дьявольских зверей поблизости, поэтому мы должны уйти отсюда как можно скорее». Хань Ли быстро оценил их окружение, кивнув, ответил: «Мы действительно вызвали настоящий переполох. Тогда пошли». После этого они оба метнулись прочь в виде двух полосок света, одна белая и одна лазурная, уходя из горных хребтов. Несколько мгновений спустя в этом районе воцарилась тишина и покой. Примерно через полдня Хань Ли и Сюань Сянь вышли из горных хребтов и снова появились перед горой, где расстались с Юэ Цзуном. Сюань Сянь резко подняла руку, и ей в рукав влетела полоска серебряного света. Слегка изменившись в лице, она повернулась к Хань Ли с кривой улыбкой на лице и сказала: «Как и ожидалось, господин Даосист Юэ, скорее всего, уже погиб. Должно быть, он был убит тем же человеком по фамилии Гуй или высокоранговым дьявольским зверем. Если бы мы знали, что это произойдет, мы должны были бы взять его с собой в горные хребты. Теперь наш путь обратно стал еще опаснее. Очень жаль, что господин Даосист Юэ скончался, но даже если бы он последовал за нами в горные хребты, он не смог бы войти в проход с дьявольской ци, поэтому его смерть в любом случае была бы неизбежна. На обратном пути нам лучше воспользоваться тем же путем, которым пришли. В конце концов, мы уже шли по этому маршруту однажды, и он кажется относительно безопасным», ответил Хань Ли после короткой паузы. «Похоже, нам придется это сделать. Давайте немедленно отправимся в путь», вздохнула Сюань Сянь. Хань Ли кивнул в ответ, и двое продолжили свое путешествие. Они оба не знали, что в определенном месте за бесчисленные километры собрались сотни дьявольских зверей стадии метаморфозы, и все они преследовали Хань Ли по одному и тому же маршруту. Ими руководил подчиненный тысячеглазый дьявол ранга святого и человекоподобное дьявольское чудовище, известное как Уци. У этого дьявольского зверя была пара черных рогов на голове и костюм из черной металлической брони. На его зловещем лице было тяжелое выражение, и он время от времени поглядывал на малиновую бусину, которую крепко держал в руке. Бусина была блестящей и полупрозрачной, но на ее поверхности была глубокая трещина, в результате чего бусина постепенно тускнела. Получив запрос о помощи от Цзюе, тысячеглазый дьявол ранга святого испугался, что Хань Ли может сбежать, поэтому он немедленно послал Уци за ним. Таким образом, Уци собрал всех высокоранговых дьявольских зверей в этом районе, чтобы направиться прямо к месту, которое было отмечено Цзююэ. Однако вскоре после того, как он отправился в путь, сокровище, которое он использовал, чтобы выследить ее, внезапно раскололось пополам. Это стало для него настоящим шоком и означало, что Цзююэ, скорее всего, уже погибла. В этом случае он действительно не был уверен, что сможет выследить свою цель. Однако, подумав об угрожающем свете в глазах его хозяина, Уци немедленно невольно вздрогнул. Он был абсолютно уверен, что, если он вернется к своему хозяину с таким оправданием, его немедленно разорвут в клочья. Помня об этом, дьявольский зверь тихо прорычал от разочарования и призвал всех других дьявольских зверей, стоящих за ним, набрать скорость. Таким образом, все дьявольские звери ускорились еще больше, путешествуя с порывами дьявольских ветров.
В воздухе над невзрачной небольшой долиной на окраине золотых дьявольских горных хребтов стояли 4 человека, вступившие в напряженное противостояние. С одной стороны был пожилой мужчина с седыми волосами и женщина в роскошном платье, а с другой — зеленоволосое существо с квадратной головой и худощавый, но смертоносный мужчина. Обе стороны сердито смотрели на противоборствующий дуэт с неприязнью в глазах. Пожилой мужчина был никем иным, как местным культиватором по фамилии Ян, и он сказал со спокойным выражением на лице: «Вам не кажется, что вы слишком неразумны, пытаясь выгнать нас, когда вы двое прибыли за нами?» Зеленоволосое существо было чужеземным существом на пике пространственной стадии закаливания, которое ранее было сокрушено Хань Ли. Зеленоволосое существо холодно фыркнуло, сказав: это место привлекло мое воображение, и я бы хотел осмотреть его, не скрываясь снаружи. Вы зашли слишком далеко. Мы первыми нашли это место, так почему мы должны уезжать?» В ярости возразила женщина. «Почему? Среди культиваторов, подобных нам, только самый могущественный получает право устанавливать все правила. Если вы не хотите уходить, тогда победите нас, и мы оставим долину вам. В противном случае хватит попусту сотрясать воздух». Над зеленоволосым человеком извивалась зловещая аура, выходившая из его тела, словно он уже готовился к битве. «Нет нужды быть таким вспыльчивым, господин. Давайте будем честными, вы двое хотите, чтобы мы ушли естественным путем, потому что ваши пластины формации также среагировали на эту долину. Однако это не обязательно означает, что бессмертная Зойсия здесь. Мы много раз сталкивались с подобными отвлекающими маневрами за последние несколько дней, и я уверен, что вы тоже. Поэтому почему бы нам не пойти вместе и не выяснить, действительно ли здесь находится бессмертная Зойсия, спокойно предположил пожилой мужчина. Глава 1647. Перехват. Зловещий свет вспыхнул в глазах зеленоволосого существа, и он резко шагнул вперед, словно собирался атаковать. Однако прямо в этот момент его спутник внезапно мелькнул в его сторону, послав ему передачу голоса, словно напоминая о чем-то. На лице зеленоволосого существа появилось неуверенное выражение, а через несколько мгновений враждебность, исходящая от его тела, ослабла, и он холодным голосом сказал: «Хорошо, давайте сначала посмотрим, что в этой долине. Если это не бессмертная Зойзия, то тогда мы пойдем разными путями, но если она там, хе-хе». Зеленоволосый холодно усмехнулся, а затем, не обращая больше внимания на противостоящий дуэт, вместе со своим товарищем вошел в долину, окутанную дьявольской ци. При виде этого женщина глубоко вздохнула, а затем повернулась к пожилому мужчине и спросила: «Что нам делать, дядя Ян? Неужели мы действительно пойдем в долину с ними?» «Конечно. Пластина формации среагировала, поэтому мы должны проверить это место», — без колебаний ответил пожилой мужчина. «Но эти двое...» Женщина не решалась. Эти двое ничего не сделают, если бессмертной Зойсии там нет, но если она действительно там, то это еще одна причина, чтобы мы вошли в эту долину. Иначе зачем вообще мы рисковали идти в эти горные хребты? Сказал пожилой мужчина мрачным голосом, решительно покачав головой. «Ты прав, дядя Ян, прости меня за то, что я не обдумала все как следует. Похоже, нам действительно нужно будет отправиться в эту долину», сказала женщина, стиснув зубы после краткого колебания. «Не волнуйся. Мои прошлые раны не зажили полностью, но я приготовил особое сокровище специально для этого путешествия. Если мы получим бессмертную Зойзию, мы определенно сможем уйти, если не будем тушить огонь огнем», уверенно сказал пожилой мужчина. Из-за их тесной связи женщина, естественно, не собиралась сомневаться в его словах. Таким образом, беспокойство в ее сердце исчезло, и она кивнула в ответ. Таким образом, они вдвоем также полетели в долину в виде полосок света. Однако, как только они вошли в долину, пожилой мужчина с удивлением обнаружил, что эта невзрачная долина была неизмеримо глубокой. Верхняя половина долины была окутана слабой черной дьявольской ци, но нижняя половина была подобна бездонной бездне. Даже после спуска на высоту более 10 тысяч футов дна по-прежнему не было видно. Это взволновало пожилого мужчину,
но и лишь немного обеспокоило его. Он был взволнован тем, что эта долина настолько уникальна, что вполне возможно, что здесь действительно пряталась бессмертная Зойсия, но он также был обеспокоен тем, что из-за глубины долины и высокой плотности дьявольской ци искать здесь было бы довольно трудно. Имея это в виду, пожилой мужчина и женщина достали по одному сокровищу, похожему на пластину, и направились вглубь долины. Если бы не тот факт, что зеленоволосое существо и его спутник также отравились сюда, они, скорее всего, разошлись бы для большей эффективности. Однако, в этой ситуации они определенно не собирались делать что-то настолько рискованное. Таким образом, они оба спускались один за другим, растворяясь в черной ци в долине после нескольких вспышек. Между тем, глубоко в озере, на дне долины в грязи утопало черное существо. Внезапно пошевелившись, на его теле распахнулась пара зеленых глаз, раскрывая пару совершенно бесстрастных зрачков. В десятках тысяч километров от долины гигантская жаба, несколько десятков футов в высоту, быстро двигалась с пластиной формации во рту и 7 или 8 дьявольскими зверьми странного вида рядом с ней. Гигантская жаба время от времени бросала взгляд на пластину формации во рту, двигаясь очень быстро, и она также направлялась прямо в долину. Массивный, похожий на стрекозу малиновый дьявольский зверь, летевший прямо за гигантской жабой с пластиной формации, внезапно сказал: «Мастер, я чувствую, что из этой долины выходят странные духовные колебания. Кажется, это логово дьявольского крокодила. Эта штука чрезвычайно свирепая и мощная. Мы не сможем победить ее, если начнется битва. Нам придется уведомить мастера Тимо и заставить его позаботиться об этом лично». Это не тот случай, когда мы не можем победить его в битве. Если мы ворвемся в его логово, оно нас наверняка съест. Этот дьявольский крокодил в одном шаге от того, чтобы стать дьявольским зверем ранга святого, и даже 3 мастера ранга святого не станут связываться с ним без уважительной причины. Ты уверен, что твое чутье тебя не подводит? Действительно ли пластина формации ведет нас в долину? Если ты ошибся, пеняй на себя, равнодушно ответил Цюйчу. Будьте уверены, мастер, я уже проверил более 10 раз, и я на 100% уверен, что пластина формации реагирует на эту долину, ответил дьявольский зверь, и в его глазах вспыхнул странный свет. Хорошо, если мы действительно найдем эту бессмертную Зою в той долине, ты будешь щедро вознагражден за свои усилия, без энтузиазма сказала гигантская жаба, что указывало на то, что на самом деле она не надеялась на удачу. И в этом не было ничего удивительного. Она привела кучу высокоранговых дьявольских зверей на окраину золотых горных дьявольских хребтов, и они убили много существ из мира духов, забрав у них пластины формации, но так не нашли никаких полезных зацепок для обнаружения бессмертной Зойсии. К настоящему времени плиты формации среагировали более 10 раз, но все эти случаи были ложными. По сути, это напоминало истории про мальчика, который кричал «Волк!». Через какое-то время гигантская жаба просто не могла не потерять надежды. Она даже думала о том, что делать и в каком направлении продолжать поиски, если в долине ничего не окажется. Высокоранговые звери, следовавшие за ней, также были в довольно плохом настроении из-за того, что они занимались охотой на диких гусей. Таким образом, группа дьявольских зверей рассеянно продолжала свой путь, и они не заметили, что на расстоянии около 10 километров за ними сзади гналось облако тонкого малинового тумана. В малиновом тумане виднелась едва заметная стройная фигура. После того, как Хань Ли и Сюань Сянь покинули горные хребты, где находилась дьявольская обезьяна, их путешествие оказалось очень гладким. По пути они не встретили никаких препятствий, и большая часть их путешествия была завершена всего за 5 дней. Вскоре они вернулись в море тонкого тумана, где были убиты стервятники с человеческим лицом. Им обоим очень хотелось закончить путешествие как можно скорее, но они все же замедлились при виде этого моря тумана и после короткого разговора осторожно полетели туда. Хань Ли бесстрастно летел в виде полоски лазурного света, и в его глазах вспыхивал слабый синий свет. В то же время он держал по одному духовному камню в каждой руке, постоянно поглощая чистую духовную ци внутри во время своего полета. Из-за того, что они постоянно путешествовали, у него не было возможности медитировать, чтобы пополнить свою магическую силу.
Однако после употребления большого количества драгоценных таблеток и использования высокоранговых духовных камней для ускорения выздоровления Хань Ли восстановил большую часть утраченной магической силы. Однако проекция первозданного истинного дьявола почти не восстановилась. Несмотря на это, Хань Ли все еще чувствовал облегчение от того, что вернул пик своих способностей. Если бы они сейчас столкнутся с некоторыми могущественными дьявольскими тварями, он уверен в своей способности победить их. Однако, когда он направил свое духовное чутье к угольно-черному браслету для хранения духовных зверей, его настроение немного испортилось. Зверь плачущей души все еще был полностью без сознания. Направив свое духовное чутье на духовного зверя, он обнаружил, что он уже восстановил половину своей магической силы и энергии, что было чрезвычайно быстро, учитывая, насколько сильно он был истощен. Однако зверь не проявил никакой реакции, когда Хань Ли попытался связаться со зверем и разбудить его, используя свое духовное чутье. Если бы не тот факт, что он все еще мог ощущать свою духовную связь со зверем плачущей души, он бы почти поверил, что зверь мертв. Конечно, это не означало, что Хань Ли не мог заставить зверя проснуться, если бы захотел. Однако, поразмыслив несколько раз, он в конце концов отказался от этого. Судя по своему прошлому опыту, духовный зверь впадал в этот тип глубокого сна только для того, чтобы защитить себя или облегчить эволюцию, и в обеих ситуациях было бы крайне неразумно пробуждать его насильно. Хань Ли всегда очень высоко ценил зверя плачущей души, и его важность только возросла после того необычайного проявления силы, которое он проявил несколько дней назад. Таким образом, он не собирался рисковать с этим и собирался позволить ему проснуться само по себе. Имея это в виду, Хань Ли избавился от этого хода мыслей и убрал свое духовное чуть от зверя, чтобы исследовать свое внутреннее состояние. В этот момент лазурная зарождающаяся душа внутри его дантяна, излучающая мерцающий золотой духовный свет, соединила руки перед грудью, совершенно неподвижно прижимая к себе серебряный огненный шар. Однако серебряный огненный шар находился в довольно странном состоянии. Раньше это был чистый шар серебряного пламени, но теперь в нем мерцал небольшой пучок белого пламени, и внутри всего огненного шара непрерывно мигали серебряные руны. При виде этого на лице Хань Ли появилась слабая улыбка. Белое пламя, естественно, было ничем иным, как пучком истинного пламени Золотого Ворона, который серебряный огненный шар сожрал у стервятника с человеческим лицом. Способность духовного захвата небесного пламени поглощать и сливаться с другим духовным пламенем, а также со странными типами энергии, была совершенно невероятной способностью. Если бы все так и продолжалось, Хань Ли очень хотел увидеть, во что это могло бы развиться в конце. Поглотивший небесное пламя дух очищал истинное пламя Золотого Ворона без каких-либо проблем, поэтому Хань Ли убрал свое духовное чутье и начал больше сосредотачиваться на своем окружении. Море тумана покрыло довольно большую территорию, но Хань Ли и Сюань-Сянь пролетели через него, не встретив никаких дьявольских зверей. Оказалось, что эти стервятники с человеческим лицом были единственными высокоранговыми дьявольскими существами в этой местности, поскольку они были убиты совсем недавно, у других высокоранговых дьявольских зверей не было возможности перебраться в эту местность. Таким образом, этот этап пути также оказался довольно гладким. Из-за того, что обратный путь прошел без происшествий, Хань Ли и Сюань-Сянь, естественно, летели намного быстрее, чем раньше. Спустя полдня они преодолели море тумана и достигли его границы. Однако после выхода из моря тумана полоска лазурного света мгновенно остановилась, и Хань Ли раскрылся, погасив свой лазурный свет. В этот момент он смотрел вперед со слегка бледным лицом. На расстоянии около 3000 футов перед ними яростно носились черные ветры, и в воздухе парили сотни дьявольских зверей среднего и высокого ранга. Вождем этих дьявольских зверей было крепкое человекоподобное существо с парой массивных черных рогов. Оно было одет в костюм из черной металлической брони, и его верхняя часть тела была идентична человеческой, а нижняя часть была покрыта черным звериным мехом. Как только Хань Ли появился в этом районе, он также бросил на него удивленный взгляд. Примерно за 500 футов до человекоподобного дьявольского зверя был человек в серебряных доспехах, который улетел от Хань Ли и Сюань-Сянь в красной летающей повозке, и оба эти существа оказались в напряженном противостоянии.
Глава 1648. Побег. Это существо в серебряной броне, естественно, было никем иным, как человеком по фамилии Гуй. Возможно, это было просто совпадение, но маршрут, который он выбрал, случайно пересекся в этом месте с тем, по которому шел Хань Ли. Увидев озадаченное выражение лица дьявольского зверя с рогами, человек в серебряной броне нахмурился и поспешно повернул назад, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хань Ли и Сюань-Сянь выходят из моря тумана позади него. Существо в серебряной броне слегка дрогнуло, и на его лице появилось приподнятое выражение. Раньше он выглядел довольно спокойным и собранным, но на самом деле он чувствовал внутреннюю тревогу. Разойдясь с Хань Ли и Сюань-Сянь, он без остановок направился к выходу из золотых горных дьявольских хребтов, но на его пути попалось столько много дьявольских зверей, поэтому он, естественно, был весьма ошеломлен и разгневан. Большинство этих зверей были дьявольскими зверями среднего ранга, но среди них было более 30 высокоранговых дьявольских зверей, а человекоподобный рогатый дьявол обладал таким же уровнем культивации, что и у него. Он был довольно тщеславным, но даже он знал, что битва здесь будет для него верной смертью. Его единственной надеждой было как-нибудь задержать этих дьявольских зверей, а затем как можно скорее сбежать. Однако затем он заметил 7 или 8 высокоранговых крылатых дьявольских зверей среди стаи зверей впереди, и он снова начал колебаться. Было совершенно ясно, что эти дьявольские звери должны быть очень быстрыми. Если бы их было только 2 или 3, он мог бы каким-то образом попытаться сбить их со своего следа, но если они нападут на него в таком количестве, это было верной смертью. Однако прибытие Хань Ли мгновенно уменьшило нагрузку на него, увеличив его шансы на выживание, которые объективно были менее 10% на несколько десятков процентов. Таким образом, существо в серебряной броне, естественно, было довольно появлением Хань Ли. Лицо Сюань-Сянь значительно побледнело при виде этого, в то время как Хань Ли был немного более сдержанным, но он также созерцал что-то с серьезным выражением лица. Впереди было много дьявольских зверей, и все они уже достигли разума. Таким образом, даже несмотря на то, что они оценивали 3 существ перед ними с враждебностью в глазах, они не визжали и не выли, как стая безмозглых зверей. Воцарилось своеобразное молчание. Однако в следующее мгновение тишину внезапно нарушил взрыв сердечного смеха. «Ха-ха, это ты. Это ты убил молодого мастера. Если я смогу убить тебя или захватить тебя живым, мастер щедро вознаградит меня. Убейте их. Убейте 2 других и захватите того живым». Уци внезапно запрокинул голову и хмыкнул от ликования при виде Хань Ли, а затем отдал угрожающий приказ. Дьявольские звери позади него все жаждали действовать, услышав эту команду, взревели в унисон, бросившись на троицу Хань Ли с завывающими за ними порывами черного ветра. Около дюжины полос света хлынуло вперед, обогнав остальную стаю, устремившись прямо к троице Хань Ли. Все это были либо трехголовые дьявольские птицы, либо разновидность массивных крылатых насекомых. Вокруг тела Уци закрутился зеленый свет, и под его ногами появился приземленный зеленый диск. Диск нес его по воздуху с поразительной скоростью, сравнимой с летающими дьявольскими зверьми, и казалось, что он вот-вот достигнет Хань Ли. «Разделяемся». Хань Ли силой подавил свой шок от того, что его узнал этот рогатый демон, и, быстро отдав приказ, а затем полетел вдаль в виде полоски лазурного света. После нескольких вспышек он преодолел расстояние более 400 футов и совершенно не собирался замедляться. Вместо того, чтобы лететь прямо к дьявольским зверям или отступать обратно в туман, он летел прямо в сторону. Сюань-Сянь и человек в серебряной броне также отреагировали довольно быстро. Почти сразу после того, как Хань Ли начал действовать, человек в серебряной броне открыл рот, выпустив облако алой ци, которое исчезло в летающей повозке под его ногами. Из багровой повозки раздался взрыв громких призрачных воплей, и он тут же исчез. Однако затем карета появилась из воздуха на расстоянии более 1000 футов и с резким криком превратилась в облако черной ци, а затем улетела вдаль. Сюань-Сянь мгновенно стиснула зубы, услышав инструкцию Хань Ли, и, пошевелив рукавом, вызвала небольшой полупрозрачный флаг. Затем ее тело вспыхнуло белым светом, мгновенно образуя гигантский шар белого света,
из него одновременно вылетело несколько десятков одинаковых белых шаров, разлетевшись во всех направлениях. Каждый световой шар был удивительно быстрым, и все они оставляли за собой следы остаточных изображений, уносясь вдаль. Около дюжины белых шаров света, летевших к стае зверей, исчезли после нападения дьявольских зверей, но большинству из них удалось сбежать на расстоянии более 1000 футов. Несмотря на то, что присутствовало так много высокоранговых дьявольских зверей, ни один из них не смог определить, в каком из световых шаров было истинное тело Сюань-Сянь. Все три существа из мира духов оказалось очень сложно поймать, независимо от того, каковы были их основы культивации, и Уци был очень разгневан этим развитием событий. Он издал громовой рев, взмахнув своими массивными руками в воздухе, мгновенно уничтожив 2 световых шара, которые проходили мимо него. Сразу после этого зеленый диск под его ногами в мгновение ока превратился в яркое зеленое каноэ, а затем устремился прямо к Хань Ли. За Хань Ли следовали угольно-черный дьявольский сокол около 10 футов в длину, а также гигантская лазурная оса, тело которой сверкало молниями. Все трое были полны решимости схватить его, и их скорость не уступала скорости Хань Ли. Между тем, несколько быстрых высокоранговых дьявольских зверей также преследовало человека в серебряных доспехах, а остальные, немного помедлив, бросились к белым шарам света. Дьявольские звери, которые были медленнее и отставали, также разделились на 3 группы, чтобы преследовать свои 3 цели. Хань Ли, естественно, следил за тем, что происходило за его спиной, и, убедившись, что у Сюань-Сянь действительно есть козырь в рукаве, вздохнул с облегчением и сосредоточился на собственном побеге. При своей нынешней скорости Хань Ли смог преодолеть сотни км в мгновение ока, и, прежде чем дьявольские звери поняли это, они отстали от него на десятки тысяч километров. Хань Ли бросил взгляд назад и обнаружил, что 3 дьявольских зверя все еще отставали на расстоянии чуть более 1000 футов, поэтому он не увеличил расстояние между ними. Вдалеке виднелось нечеткое облако черной ци, которое также неслось по горячим следам. При виде этого в глазах Хань Ли вспыхнул холодный свет. 3 высокоранговых дьявольских зверя не были для него грозными противниками, но если бы они остановили его и позволили бы всем другим дьявольским зверям догнать его, у него были бы большие проблемы, поскольку он все еще не поправился до своего пикового состояния. Таким образом, Хань Ли без колебаний сделал печать заклинания руками. Вдруг позади него раздался оглушительный раскат грома, и на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев. Он нежно взмахнул крыльями и с новым раскатом грома ринулся вперед, как дуга лазурной и белой молнии, исчезнув вдали во вспышке. В следующее мгновение лазурные и белые молнии вспыхнули на расстоянии более 1000 футов, и Хань Ли снова появился, чтобы снова исчезнуть на месте. Таким образом, Хань Ли взмахнул своими грозовыми крыльями изо всех сил, максимально раскрывая свою технику молниеносного передвижения. Во вспышках лазурно-белых молний он всего за несколько мгновений пропасть между собой и 3 дьявольскими тварями более чем на 1000 футов. Уци был очень удивлен этим и сразу же встревожился. Если бы он позволил Хан Ли сбежать прямо у него из-под носа, его ожидала бы только одна возможная судьба от рук своего мастера. Имея это в виду, он резко открыл пасть, выплюнув странное треугольное медное зеркало. Зеркало было желтого цвета, а его поверхность была довольно размытой и нечеткой. Уци повернулся к 2 другим высокоранговым дьявольским чудовищам и издал низкий рык. Дьявольский сокол и лазурная оса переглянулись, услышав это рычание, и оба, казалось, колебались. В глазах Уци вспыхнул холодный свет, и он издал более громкий и угрожающий рев. Оба высокоранговых дьявольских зверя вздрогнули, а затем неохотно открыть пасть, выбросив 2 бусины размером с кулак, одну черную и одну лазурную, обе из которых мгновенно исчезли в зеркале. Треугольное зеркало сразу начало издавать негромкий жужжащий звук, при этом его поверхность стала черно-лазурной. Уци пришел в восторг от этого и подбросил зеркало в воздух, а затем, открыв рот, выпустил серую бусинку. Бусина, сделав круг вокруг зеркала, также исчезла на его поверхности, и зеркало начало сильно дрожать, излучая серый, черный и лазурный трехцветный свет. Затем Уци ткнул пальцем в медное зеркало, и оно вспыхнуло ярким духовным светом, внезапно выпустив полоску трехцветного света. Полоска света напоминала дракона, поднимающегося из океана,
охватив вспышкой всех 3 дьявольских зверей. Само медное зеркало слегка качнулось, после чего оно также исчезло в этом свете. Сразу после этого вспышка света охватила расстояние до 800 футов, устремившись прямо к дуге лазурной и белой молнии, как призрак. 3 дьявольских зверя использовали это сокровище, чтобы объединить свои силы, тем самым резко увеличив свою скорость. Они все еще были немного медленнее, чем Хань Ли, но Уци вздохнул с облегчением. Учитывая скромный уровень культивации Хань Ли, он не мог пережить сокровище, подпитываемое магической силой всех 3. Таким образом, догнать его было лишь вопросом времени. Лазурно-белая дуга молнии вспыхнула в воздухе посреди тусклых раскатов грома впереди, а трехцветный свет следовал за ними, словно призрак, формируясь позади. Эти двое мгновенно исчезли вдали, и после погони еще на десятки тысяч километров массивное облако дьявольской ци остановилось, потому что дьявольские твари внутри него потеряли свою цель из виду. Таким образом, дьявольская ци рассеялась, и более 30 дьявольских зверей остались смотреть друг на друга, стоя на месте. Глава 1649. 1000 ос. Внезапно заговорил волкоподобный дьявольский зверь с головой змеи. СССС, что нам делать? Это существо из мира духов слишком быстро, чтобы мы могли угнаться за ним. Даже мастеру Ци едва может оставаться у него на хвосте. Чего спрашиваешь? Конечно, мы продолжаем преследовать. Мастеру Ци дал всем нам табличку слежения, которая показывает нам местонахождение каждого, не так ли? Мы сможем выследить мастера У Ци даже из миллионов километров отсюда, ответил дьявольский зверь, похожий на кабана, с парой необычайно длинных ушей. ССС с твоей скоростью, ты, возможно, даже не сможешь догнать мастера У Ци в течение следующего столетия. Змееголовый волк усмехнулся и презрительно закатил глаза. Что ты пытаешься сказать? Ты говоришь так, будто ты единственный, кто может догнать мастера У Ци, а мы все просто тяготим тебя. Дьявольский зверь, похожий на кабана, казался довольно простым и честным, но на самом деле он был довольно хитрым существом и старался настроить всех против змеиноголового существа. Однако этот волкоподобный дьявольский зверь был одним из самых могущественных существ в группе с самого начала, поэтому он просто холодно усмехнулся и не сказал ничего в ответ. Его отношение, естественно, вызвало недовольство и враждебность у всех присутствующих дьявольских зверей. Сверкающий, полупрозрачный зверь с глянцевым пятицветным телом внезапно вставил: «Хватит. Юань Ман прав. Мы все способны летать с разной скоростью, поэтому было бы невероятно ожидать, что все мы сможем угнаться за мастером У Ци. Однако было бы неправильно оставлять этих 3, чтобы преследовать этих людей в одиночку. Может, мы выберем из нас 5 самых быстрых существ, чтобы продолжить преследование, а остальные из нас пока вернутся и будут ждать дальнейших приказов. Что скажете?» В его голосе был намек на командный тон, и, как ни удивительно, ни один из присутствовавших шумных и неотесанных дьявольских зверей не высказал никаких возражений в ответ на его предложение. Таким образом, после очередного раунда споров было выбрано 5 самых быстрых дьявольских зверей для продолжения преследования, в то время как все остальные вернулись тем же путем, которым пришли. Змееголовый волк и покрытый глазурью пятицветный зверь, естественно, были среди 5 дьявольских зверей, которые продолжали преследовать, и после того, как они отбросили остальную часть группы, они действительно смогли путешествовать намного быстрее, чем раньше. Таким образом, коллективная полоска черного света длиной более 100 футов мгновенно ускорилась. Лазурные и белые молнии сверкнули вокруг тела Хань Ли, и он снова исчез под аккомпанемент раскатов грома. В следующее мгновение он появился на расстоянии нескольких тысяч футов и снова исчез. Издалека можно было мельком увидеть его на одной стороне неба, прежде чем он появился сбоку, а затем полностью исчезал из поля зрения после следующей вспышки. Вскоре после того, как дуга лазурных и белых молний исчезла, в воздухе бесследно пронеслась полоска трехцветного света, пронеслась беззвучно, а затем исчезла всего за несколько вспышек. Хань Ли даже не нужно было поворачиваться, чтобы понять, что 3 дьявольских зверя все еще были в нескольких десятках километров от него, преследуя его изо всех сил. На его лице было мрачное выражение.
Он уже летел полдня, и 3 дьявольских твари следовали за ним, и хотя пропасть между ними медленно увеличивалась, он все еще не мог сбить их со своего следа. Дьявольская ци в золотых горных дьявольских хребтах сильно ограничивала духовное чутье посторонних, но работала только на усиление духовного чутья дьявольских зверей, позволяя им с легкостью обнаруживать все впереди на сотни километров. С такой скоростью он, скорее всего, не смог бы избавиться от этих 3 дьявольских зверей, даже если бы они гнались за ним целый месяц. Однако до закрытия золотых горных дьявольских хребтов оставалось менее 10 дней, так что он не мог зря тратить время. Кроме того, в этих горных хребтах обитали дьявольские существа ранга святого, и чем дольше он продолжал это поддерживать, тем больше шансов, что он может привлечь к себе их внимание. Хань Ли, естественно, не собирался настраивать удачу против себя. Вдобавок ко всему, после такого продолжительного периода полета он уже израсходовал много божественной дьявольской молнии в своем теле, и он не смог бы поддерживать свои грозовые крылья слишком долго. Напротив, 3 дьявольских зверя смогли использовать силу этого странного зеркала для поддержания такой скорости в течение неопределенного времени. К счастью, стая дьявольских зверей, которых он опасался больше всего, уже полностью сброшена с его следа. Таким образом, с течением времени намерение убить преследователей в сердце Хань Ли становилось все более и более явным. Однако он просто продолжал лететь по воздуху с той же скоростью, и было невозможно сказать, о чем он думал. Пролетев еще немного, впереди внезапно показалось огромное пространство серого тумана. Он был не очень плотным, но издалека казалось, что он покрывает довольно большую территорию. В глазах Хань Ли вспыхнул холодный свет, и при виде этого вокруг его тела вспыхнула молния, и он без колебаний нырнул в этот туман. С раскатом грома Хань Ли появился в определенном месте в тумане и сразу же оглядел окрестности синим сиянием в глазах. Убедившись, что поблизости не прячется никаких дьявольских зверей, он перевернул руку и достал фиолетовый талисман. После того, как Хань Ли прилепил его к своему телу, тот превратился в шар духовного света, окутав все его тело. В то же время в шаре света непрерывно сверкали серебряные руны. Затем серебряный свет исчез в мгновение ока, и Хань Ли исчез вместе с ним. Он только что использовал талисман невидимости, чтобы полностью скрыть свою ауру. После использования талисмана он мог одурачить даже существ на ранней стадии интеграции тела, не говоря уже о 3 дьявольских зверях на стадии пространственного закаливания позади него. Если бы не тот факт, что использование талисмана сильно замедляло его скорость, тем самым сделав его неспособным за короткое время сбежать из сенсорного диапазона 3 дьявольских зверей, он бы уже использовал его в побеге. Таким образом, он спрятался в облаке относительно более плотного тумана и оставался совершенно неподвижным, глядя в том направлении, откуда он только что пришел, с выражением восхищенного сосредоточения на лице. Расстояние в несколько десятков километров было пустяком для 3 дьявольских зверей, и они преодолели его практически в мгновение ока. Таким образом, трехцветная полоска света достигла границы моря серого тумана почти сразу же, как только Хань Ли спрятался в нем. Шар духовного света пролетел по воздуху и превратился в треугольное медное зеркало. Прямо в этот момент трехцветный свет погас, раскрыв троицу Уци. Что случилось? Как аура этого человека внезапно исчезла в этой области? Спросил массивный дьявольский сокол, и в его зеленых глазах мелькнуло недоумение. Ему удалось сбежать. Смущенно вмешалась лазурная оса. Он никак не мог сбежать. Даже мастера ранга святого не смогли бы преодолеть такое огромное расстояние за такое короткое время, заключил Уци, бросив взгляд на море тумана впереди с мрачным выражением лица. Значит, это должно означать, что он использует какую-то способность маскировки или у него есть какое-то другое сокровище, которое может скрыть его ауру, проанализировал дьявольский сокол, услышав это. Скорее всего. Похоже, он знает, что не сможет сбежать от нас, поэтому он решил остановиться здесь и сразиться с нами, проговорил Уци со зловещей улыбкой на лице. Хе-хе, уровень культивации этого человека ниже, чем у меня. Так что его ждет верная смерть, и лазурная оса, и дьявольский сокол холодно усмехнулись, услышав слова Уци. Не расслабляйтесь. Очевидно, у него припрятаны козыри в рукаве, чтобы он осмелился это сделать.
Я не говорил вам, но скорее всего этот человек убил молодого мастера несколько дней назад. В противном случае мастер не был бы рассержен до такой степени, что отправил бы нас в такой важный момент, холодно хмыкнул Ци, и зловещая улыбка исчезла с его лица. Что? Этот человек убил молодого мастера. Это правда. Воскликнула лазурная оса. Молодой мастер обладал тем же уровнем культивации, как и этот человек, но мастер дал ему несколько особых сокровищ, так что этот человек не смог убить его, если он не намного сильнее, чем предполагает его уровень культивации. В этом случае он действительно будет довольно неприятным противником, с которым мы должны проявлять осторожность, сказал дьявольский сокол довольно серьезным голосом. Мы должны рискнуть. Если мы не сможем убить или захватить этого человека, я уверен, что вы двое хорошо осведомлены о последствиях, которые ждут нас, когда нам придется столкнуться с гневом мастера, мрачно сказал Уцей, внезапно схватившись за два своих массивных рога, оторвал их от своей головы. Затем он взмахнул ими в воздухе, и они превратились в пару мерцающих черных боевых молотов. В сочетании с его крепким телосложением и костюмом из черной металлической брони пара боевых молотов придавала ему чрезвычайно угрожающий вид. Услышав слова предупреждения Уци, тень страха мелькнула и в глазах черного сокола, и в глазах лазурной осы. Дьявольский сокол тут же издал резкий крик и взмахнул крыльями, завис на месте. Желтый свет излучался во всех направлениях, и его тело в мгновение превратилось в тело высокого, худого человека в желтой мантии. Мужчина держал в одной руке белое костяное копье, а в другой — мерцающий золотой щит. Костяное копье было покрыто слоем черного пламени, и от него доносился еле слышный призрачный вой. На поверхности золотого щита появилось гигантское дьявольское изображение существа с 3 головами и 6 руками, а его круглый край казался очень острым. Тем временем из пасти лазурной осы раздался низкий жужжащий звук, и в то же время ее прозрачные крылья начали дрожать и размываться. В следующее мгновение произошла невероятная сцена. Лазурный свет закрутился по всему телу гигантской осы, после чего из ее крыльев вырвалось бесчисленное количество световых шаров, охватив всю территорию в радиусе более 100 футов. Выражение лица Уци и мужчины в желтой мантии слегка изменилось, и они поспешно отступили, по-видимому, очень опасаясь этих световых шаров. Затем световые шары вспыхнули и превратились в лазурных ос размером с яйцо, которые были точной копией своего создателя, за исключением, конечно, размера. Цинь-Чжэнь, твоя техника аватара 1000 ос, кажется, стала намного более мощной. В прошлый раз, когда я видел, как ты использовал эту способность, ты еще не мог проявить столько дьявольских ос, медленно произнес мужчина в желтой одежде, оценивая уменьшенных лазурных ос. Хе-хе, это потому, что я недавно достиг более высокого уровня культивации. Я не только могу призывать больше аватаров, но и каждый из них намного сильнее, чем раньше, самодовольно ответила оса. Это очень хорошо. В этом случае у нас больше шансов выследить нашу цель. Цинь-Чжэнь, пусть эти аватары укажут путь, и мы будем искать в этом море тумана. Этот человек, скорее всего, прячется здесь, весело фыркнул Ци, стряхнув перед собой боевые молоты. Глава 1650. Мгновенное убийство. Услышав это, гигантская оса кивнула, и, несмотря на то, что она, похоже, не давала никаких устных инструкций, сотни аватаров ос вокруг нее собрались в лазурное облако, прежде чем исчезнуть в море тумана. Затем трио Уци короткое время беседовало друг с другом посредством передачи голоса, прежде чем, наконец, последовало за роем ос в туман. Пролетев определенное расстояние, осы впереди превратились в лазурные цветы, разлетевшиеся во все стороны. Между тем, сама гигантская оса не двигалась так быстро, что даже отставала от Уци и человека в желтых одеждах. Однако эти два дьявольских зверя, казалось, уже привыкли к этому, и это их нисколько не смутило. Техника 1000 аватаров Фоси была очень мощной и универсальной, но после ее применения уровень культивации гигантской осы был уменьшен вдвое, поэтому было естественно, что она действовала с особой осторожностью. Дьявольские осы обыскали всю близлежащую территорию и двинулись дальше. Все море тумана простиралось не более чем на 100 километров, так что оно действительно было не очень большим.
Всего через 15 минут 3 дьявольских зверя почти достигли отметки на полпути, но так и не обнаружили свою цель. Со временем выражение лица у Ци постепенно потемнело, как и лица двух других дьявольских зверей. Еще через некоторое время, когда Роиос уже летел к участку относительно более плотного тумана, в тумане, с расстояния в несколько сотен футов вспыхнула полоска золотого света, мгновенно рассекая одну из ближайших дьявольских ос пополам. Сразу после этого из пятна тумана появилась золотая тень, а затем с поразительной скоростью сбежала в другом направлении. Гигантская лазурная оса обрадовалась, увидев это, и немедленно закричала своим аватаром: «Вот он!». Громкий жужжащий звук раздался из области поблизости, и все аватары ос превратились в бесчисленные лазурные цветы, несясь по воздуху. Тем временем Уци и дьявольский сокол обменялись довольно своеобразными взглядами, но они также быстро полетели по воздуху. Порыв черных дьявольских ветров взорвался в небеса с раскатом грома, и он также пустился в погоню за золотой тенью вдали. Гигантская оса все еще летела вперед со своей нормальной скоростью. Таким образом, и золотая тень, и порыв черного ветра исчезли буквально через несколько мгновений. Гигантская оса моргнула своими сложными глазами, увидев это, и внезапно остановилась на месте, выглядя так, будто больше не хотела продолжать движение. В этот момент полоска золотого света внезапно вырвалась из серого тумана над ним и быстро пронзила воздух к его голове. Золотой свет был чрезвычайно ярким, и еще до того, как он достиг гигантской осы, на нее обрушился взрыв невероятного духовного давления. Лазурная оса была самой слабой среди троицы с точки зрения культивации, и этот недостаток значительно усугубился после того, как она применила свою технику 1000 аватаров ос. Таким образом, тень страха промелькнула в ее глазах при виде приближающейся полоски золотого света. Однако, как ни странно, дьявольская оса оставалась совершенно неподвижной, не собираясь уклоняться. Как только золотой свет собирался проткнуть голову лазурной осы, внезапно вспыхнули пространственные колебания, и перед ним внезапно появилось белое костяное копье. Слой черного пламени покрывал всю длину костяного копья, и он с хрустящим лязгом отразил полоску золотого света. Золотой свет кружился вокруг и представлял собой мерцающее золотое копье. Сразу после этого перед лазурной осой появился шар желтого света, внутри которого можно было увидеть человекоподобную фигуру. Это был никто иной, как мужчина в желтом, который явно уже пошел впереди. Он поднял руку и взмахнул ею в воздухе, в мгновение ока вытащив костяное копье. Тем временем в другой его руке появился золотой щит, и он держал его перед собой. В этот момент он смотрел на облако серого тумана, откуда исходил золотой свет со своеобразным выражением лица. Внезапно в воздухе над облаком серого тумана вспыхнул черный свет, и две черные тени, похожие на круглый стол, внезапно появились перед тем, как рухнуть со свирепой мощью. Ураганный ветер пронесся в воздухе, и раздался громкий гул. Черные тени промелькнули мимо, а пространство за ними искривлялось и искривлялось, как будто оно вот-вот разорвется. Взрыв невидимой силы также мгновенно рассеял туман внизу, обнажив человекоподобную фигуру, излучающую слабый золотой свет. Человекоподобная фигура, казалось, была напугана тем фактом, что ее местоположение было обнаружено, и она поспешно выпустила пару проекций золотых кулаков в воздух в сторону черной тени наверху, а затем немедленно скрылась с места происшествия в виде полосы золотого света. «Куда это ты собрался?» Внезапно раздался оглушительный рев, после чего две черные тени резко рухнули сверху. Они раздробили приближающиеся проекции золотых кулаков, а затем качнулись и оказались парой массивных черных боевых молотов. Два боевых молота вращались в воздухе, и из воздуха возникли две огромные волны всасывающей силы, охватившие область в радиусе более 200 футов внизу. Таким образом, золотой человекоподобной фигуре удалось пролететь по воздуху чуть более 100 футов, прежде чем она стала чрезвычайно медленной и вялой. В этот момент человек в желтой мантии резко взмахнул рукой, и костяное копье в его руке вырвалось полосой черного света, пронеслось по воздуху, как молния. В то же время брюшко гигантской осы внезапно дернулось, и из ее хвоста вылетела лазурная нить. Полоска черного света и лазурная нить достигли золотой человекоподобной фигуры в мгновение ока, а лазурная нить казалась весьма приземленной, но она превзошла костяное копье, прежде чем достигла своей цели.
Затем нить исчезла в теле золотой человекоподобной фигуры в мгновение ока, и последняя вздрогнула, когда золотой свет, исходящий от нее, потускнел, после чего в воздухе начал распространяться неприятный запах. В следующее мгновение полоска черного света также мгновенно пробила дантян золотой человекоподобной фигуры. Слой черного пламени мгновенно вспыхнул над телом золотого фигуры, полностью окутав ее в мгновение ока. В этот момент один из гигантских черных боевых молотов также упал сверху и с сокрушительным лязгом ударил по черному пламени. Золотая фигура мгновенно превратилась в ничто, в то время как черное пламя также было потушено огромной силой удара. Пространственные колебания вспыхнули в воздухе в нескольких сотнях футов над головой, и Уци появился из воздуха со зловещей улыбкой на лице, глядя вниз. Человек в желтом и лазурный оса тоже улыбались, увидев это. Это был план, который они разработали перед тем, как отправиться в море тумана. Они собирались разоблачить врага, используя рой аватаров Фос, а затем использовать саму гигантскую осу в качестве приманки, чтобы заманить свою цель. Как и ожидалось, план отлично сработал, и им удалось убить этого врага с минимальными усилиями. Однако, когда все трое вздохнули с облегчением, лазурный длинный меч внезапно вырвался из воздуха в нескольких десятках футов позади лазурной осы без всякого предупреждения. Как высокоранговый дьявольский зверь стадии пространственного закаливания, лазурная оса почти сразу почувствовала, что происходит за ней, и ее сердце содрогнулось от потрясения, и на ее хвосте появилось ядовитое жало. Жало было около фута в длину, и оно, дрогнув, выпустив несколько проекций жал, защищая его тело внутри. Однако лазурный длинный меч просто пролетел мимо без каких-либо затруднений, и гигантская оса вздрогнула, разрубив его пополам. Две половинки его тела рухнули с неба, и ядовитое жало, которое она только что вызвала, было разрезано пополам, не имея возможности оказать какое-либо сопротивление. Шар зеленого пламени внезапно вылетел из одной половины тела гигантской осы, и внутри него можно было увидеть миниатюрную лазурную осу. Летя в отчаянии к мужчине в желтом, который был его ближайшим союзником, она в панике закричала: «Спаси меня, брат Интан!». В этот момент мужчина в желтой мантии по имени Интан, естественно, также обнаружил, что произошло позади него, и выражение его лица резко изменилось, когда он тут же махнул рукой по воздуху. Вспышка черной ци хлынула изнутри, пытаясь охватить душу гигантской осы. Однако из определенного места внезапно раздалось холодное хмыканье, и, услышав это, мужчина в желтой мантии почувствовал сильную агонию, как будто ему в голову вонзили острый шип. Он издал непроизвольный вой агонии, и его тело рухнуло, как птица со сломанными крыльями. Внезапно раздался громкий раскат грома, после чего возникли лазурные и белые дуги молнии, и появилась рука, которая была нетронутой, как белый нефрит. Рука провела 5 пальцами по воздуху, и вспышка пятицветного пламени мгновенно охватила человека в желтой мантии, заставив его значительно замедлиться при спуске. В это мгновение 5 пальцев на руке раздвинулись и приобрели мерцающий золотой оттенок, и прямо в грудь мужчины в желтой мантии устремилась вспышка золотой молнии. Мужчина в желтом сразу же смертельно побледнел, увидев это. Несмотря на то, что его духовное чутье все еще пульсировало от боли, это была чрезвычайно ужасная ситуация, поэтому он подавил агонию и насильно обратился к своему духовному чутью. В его руке вспыхнул золотой щит и резко увеличил в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, и на его поверхности появилась дюжина или около того странных рун разных размеров. Активировав свои силы, щит полностью защитил тело человека в желтой мантии за собой. Между тем, раскалывающая головная боль, от которой страдал мужчина в желтом, быстро утихла, поэтому, если он смог бы противостоять этой атаке и спастись, то смог бы и отомстить. В тот момент, когда эти мысли проносились в его голове, вспыхнул золотой свет, и золотая ладонь ударилась о щит, не показывая никакого намерения принять меры уклонения. Раздался оглушительный грохот, и золотая вспышка молнии и золотая ладонь с лязгом проткнула щит, а затем в мгновение ока проткнула грудь мужчине в желтых одеждах, вытащив его дьявольское ядро из тела. Затем серебряный свет вспыхнул по всей руке, и слой серебряного пламени охватил тело мужчины в желтой мантии. Душа дьявольского сокола лишь успела издать вопль боли, прежде чем она была сожжена в ничто. В этот момент лазурная и белая дуга молнии погасла,
и крылатый молодой человек бесстрастно появился перед тем, как медленно убрать руку. В руке, прикрепленной к этой руке, было мерцающее черное дьявольское ядро. Этот молодой человек от природы был никем иным, как Ханли, и душа лазурной осы окаменела, увидев это ужасное событие. Ее тело вспыхнуло зеленым светом, и она немедленно попыталась бежать в другом направлении. Однако было уже поздно. Насмешливая улыбка появилась на лице Ханли, и он взмахнул по воздуху рукавом другой руки. Вспышка серого света мгновенно вырвалась изнутри и захватила душу лазурной осы. Миниатюрная лазурная оса издала приглушенный стон, прежде чем была раздавлена пятнышками зеленого света эссенции божественного света, а затем тоже исчезла в небытии.